Ее сестра пообещала ей торт, если она его поймает. Софи прилагает все свои силы, чтобы сдержать его. Так уж получилось, что у нее втайне есть черный пояс по карате. Она использует свою секретную технику, чтобы заставить его сойти с ума, и красная бумажка падает. Она отпускает его, чтобы взять бумажку, но он хватает ее и убегает, пообещав ей позже съесть немного торта. У него осталось всего 10 минут, и он прячется в библиотеке и планирует прятаться за коробками до тех пор, пока не истечет время. В комнату входит группа девушек, и среди них Круцифер. Он понимает, что умудрился застрять в женской раздевалке. Сюжет начинает развиваться, и они задаются вопросом, не следует ли им быть осторожными с тем, чтобы удача не настигла Ханси, или не попыталась подглядеть за ними с тех пор, как он упал на Лейшу в бане. Он чувствует себя виноватым за то, насколько низка его репутация, и девушка просит Круцифера взять книгу. Во время поисков книги она замечает, что Лакс сидит и пристально смотрит на нее. В этот момент вся жизнь Лакс оборвалась, и девочки задаются вопросом, почему это происходит так долго. Кальцифер говорит, что она последует за ними, как только получит книгу. После того, как они уедут, Кальцифер говорит Лакс, что на побережье все чисто. Она говорит ему, что больше нет необходимости прятаться, так как всего несколько минут назад прошел час, и говорит ему, что она может подержать у себя его газету, чтобы защитить ее. Лакс недоумевает, почему это произошло именно сейчас, но Кульсифер говорит, что все это было частью ее плана, и теперь она сможет делать с ним все, что захочет в течение недели. Все, что ей нужно было сделать, это передвинуть стрелку часов, чтобы обмануть его. Кульсифер наклоняется к нему и говорит, что она хочет, чтобы он отсосал ей в ответ на следующей неделе. Лакс задается вопросом, в своем ли она уме. Позже тем же вечером Эйри предупреждает его, чтобы он перестал привлекать к себе так много внимания, и они входят в потайную комнату, где их ждет директриса. Она показывает ему драконий свисток и говорит, что это может быть ключом к входу в руины, которые были заперты на протяжении последнего столетия. Они вторгнутся туда на следующей неделе, и она хочет, чтобы Лакс попыталась открыть его для нее. Лакс понимает свой долг, но позже тем же вечером Ари говорит ему, чтобы он был осторожен и предохранялся, когда будет вышибать спину Круциферу. Извините, я имею в виду, что она предупреждает его, чтобы он был осторожен на свидании с ней на следующей неделе, потому что она может что-то скрывать. На следующее утро Круцифер начинает объяснять ему свои желания. Она была вынуждена переехать в это королевство из-за принудительного брака по политическим мотивам. Но прежде чем потерять свободу, она хочет достичь своих личных целей. Поэтому она использует Лакс для того, чтобы обмануть своего дворецкого и заставить его думать, что у нее есть бойфренд. Она велит ему подойти поближе и попадает ему в уши, девушка начинает кричать. Кульсифер предупреждает его, что она расскажет всем о том, что он подглядывал за ней, если он не доведет дело до конца. Эти девушки просто пугающие. Бедняжке Лише снова становится плохо. По ночам Кульсифер в частном порядке занимается с Люксом, но Лиша врывается в комнату, чтобы прервать их времяпрепровождение. Фи приходит и спит на Люксе, и Лиша снова начинает ревновать. Тем не менее, Лиша еще не закончила с Круцифером. Она говорит Кальциферу, что вполне понятно, почему она молчит после того, как узнала, как далеко зашли их отношения. Кальцифер не уверена в том, как в этой стране относятся к любви, и задается вопросом, так ли уж серьезно держаться за руки, но подруга Лиши говорит, что она многого не знает. Лакс спрашивает Лишу, знает ли она, что такое поцелуй, и она краснеет и говорит, что точно знает, что это такое. Она говорит ему, что они занимаются этим только после того, как поженятся, и это необходимо для рождения детей. Фи пытается рассказать, что она целовалась с Лакс, но их никто не слышит. Кальцифер говорит ему, чтобы он отдохнул, чтобы завтра они могли пойти на свидание, и Лиша взрывается гневом. На следующее утро Кальцифер надевает свой самый симпатичный наряд, чтобы произвести впечатление на Лакс, и прогуливается по кампусу, пытаясь привлечь всеобщее внимание. Все это необходимо для того, чтобы все поверили в то, что все это реально. К тому же у нас повсюду крадутся Шерлок Холмс и Ватсон. Они ходят по магазинам за одеждой в первом часу дня. Но Лакс никогда не бывал в дорогом магазине, даже несмотря на то, что он принц. Круцифер говорит ему, что она тоже не бывала там, потому что она не похожа на других аристократов. Фи замечает, что Лакс снял свою сюжетную защиту, и Лейша задается вопросом, какого размера у него Экскалибур. Они выходят из магазина, и Круцифер заказал ему костюмы, чтобы он выглядел как настоящий принц. Они отправляются поужинать в город, и когда они прогуливаются на закате, Лакс задается вопросом, почему она так на него смотрит. Кальцифер говорит ему, что со стороны он выглядит очень красивым. Но Лакс пытается спросить, не находится ли ресторан совсем рядом. Она говорит ему, что была слишком сосредоточена на его красоте, чтобы сказать об этом. Лакс пристально смотрит на нее и гадает, о чем она думает. Но вот сверху доносится какой-то свистящий звук. Приходят бандиты и говорят им, что если они попытаются сделать какую-нибудь глупость, их друзья взорвут их. Лакс задается вопросом, не пытаются ли они похитить их, так как они принадлежат королевской семье. Но Круцифер говорит ему, что она призовет своего машинного дракона, если ему удастся отвлечь их. Лакс обнажает свой меч и уничтожает бандитов, стоящих перед ним. Пули летят, чтобы уничтожить их, но Кальцифер не дает им прикончить Лакса. Мехи встают на позицию, чтобы уничтожить ее. Но Кальцифер использует свою мудрую способность крови заглядывать в будущее и уничтожает их одним ударом.
Лиша и Фи, кажется, пытаются объяснить ситуацию, но Лакс спрашивает, какого черта они одеты так, словно сегодня Хэллоуин. Они говорят ему, что это было частью их маскировки, чтобы прокрасться незаметно и спасти его, но Фи замечает, что какой-то мужчина пытается сбежать. Он пытается убежать, но из переулка появляется таинственная женщина и душит мужчину на месте. Она говорит Кальциферу, что прошло уже много времени, и Кальцифер вспоминает, что она изменилась. Братан, как на самом деле называются эти имена. С этого момента мы будем называть ее Дворецким. Девушка, переведенная на другую вкладку, продолжает обедать с ними. И Лакс задается вопросом, почему Лиша и Фи присоединяются к ним. Кальцифер представляет Лакс как своего бойфренда, а ее Дворецкий интересуется, кто этот парень. Лиша говорит, что они определенно не встречаются, но Лакс пытается сказать Лише, чтобы она пока помалкивала. Сзади подходит мужчина и спрашивает, почему они издеваются над ним прямо сейчас. Он говорит Альтаресу, что не может дождаться, когда увидит свою прекрасную невесту, и хватает ее за лицо, чтобы полюбоваться им. Он берет ее за руку и представляет себя. Хорошо, я, блядь, закончил. Кто, черт возьми, дал имена этим персонажам? Он глава одной из 4 замечательных семей, которые женятся на Кальцифер. Но она говорит ему, что у нее уже есть отношения с кем-то другим. Мужчина смеется и говорит, что этот парень по сравнению с ним просто крестьянин. Кальцифер говорит ему, чтобы он отвалил и перестал называть ее своей женой. Этот мужчина решает вызвать Лакса на дуэль за руку Кальцифера и спрашивает Лакса, что он об этом думает. Кальцифер предлагает сыграть в ничью 2 на 2 и говорит ему, что он может объединиться в пару с альтер-эгоистами, чтобы отбиться от них. Мужчина соглашается на дуэль и говорит им, чтобы они были там, а Лакс гарантирует, что он появится. Позже той же ночью этот человек узнает о секрете проникновения в руины, и его информатором оказывается никто иной, как брат Лакс. Утром приходит Кальцифер и благодарит его за то, что он согласился на дуэль, чтобы спасти ее. Она удивляется, как он все еще мирится с этой ситуацией, несмотря на то, что он не является ее настоящим бойфрендом. И Лиша, услышав это, наконец-то понимает ситуацию. Она счастлива, что сердце Лакс все-таки принадлежит Лише, и Лакс понимает, что от ее глупости никуда не деться. Она говорит ему, что пойдет, и добавит к его драк-рыцарю еще больше атакующих приемов, вроде гигантского сверла, чтобы он мог пронзить ее небеса. Кальцифер прощается с Лакс, а Лиша все еще думает о гигантском сверле Лакс. Лакс прогуливается по кампусу, а Тилфер подходит и пытается утащить его с собой. Она приводит его в таинственную комнату. Они говорят ему, что позаботятся о нем после долгого рабочего дня, и, по-видимому, все это было придумано лишь для того, чтобы сделать его счастливым. Она приходит в ярость после того, как ее секрет раскрывается. Но Тилфер продолжает рассказывать ему, что они переоделись горничными специально для него, чтобы он чувствовал себя лучше. Лиша надеется, что нечто подобное его не побеспокоит, но Лакс благодарит ее за доброту. Она продолжает говорить ему, что может делать некоторые неприличные вещи, если он тоже этого захочет. В конце концов, Тилфер научил ее, что горничные умеют делать все подобные вещи. Поблагодарите Тилфера за то, что он был отличным ведомым гигачада. На заседании совета обсуждается тот факт, что надвигается Рагнарёк. Семья жениха решает, что они возьмут на себя ответственность за то, чтобы проникнуть в руины и завладеть оружием для их уничтожения. В то же самое время директриса проводит секретное совещание, чтобы обсудить завтрашнюю миссию, и сообщает, что они будут использовать свисток, чтобы войти в руины. Она доверяет Лаксу ключ от руин, и Лиша продолжает говорить ему, что она наконец добавит большую дрель к руинам. Его машина. Эта девушка действительно хочет, чтобы ее просверлили. Я очень хихикаю. Удача начинает игнорировать ее и удивляться, почему Кальцифер оказался в этой комнате. После собрания он спрашивает ее, почему она присутствовала на нем, будучи студенткой-переводчицей. Но она говорит ему, чтобы он перестал относиться к ней как к особому члену клуба с тех пор, как она получила разрешение. Она говорит ему до свидания и уходит. Позже Лакс проводит время в ванне, гадая, чего же добивается крестоносец, но видит гигантские орудия разработки сюжета, вооруженные и готовые к атаке. По-видимому, за всем этим стоит гениальная директриса, и Лакс уходит так и не дождавшись какого-либо развития сюжета. Фи говорит, что она принимает ванну только с тем парнем, который ей нравится. Они уже давно не мылись, и Лакс считает, что у Фи появились мощные сюжетные пушки. Для Лакса все кончено, и он изо всех сил старается оставаться сосредоточенным. Но Фи начинает засыпать и готова утонуть. Лакс хватает ее за руку и пытается разбудить. Она просыпается, и он задается вопросом, не случилось ли чего-нибудь, но она снова начинает засыпать. Лок замечает, что у нее на спине был шрам, но с тех пор он исчез. Он задается вопросом, как это произошло, но Фи продолжает говорить ему, чтобы завтра он был в безопасности. Он обещает, что с ним все будет в порядке, но начинает терять сознание от сильного жара и притока крови. На следующий день учитель знакомит нас с руководителем их миссии. Это никто иной, как Барзерит, и Лиша спрашивает, в чем все это заключается. Он говорит ей, что он здесь главным образом для того, чтобы помочь, тем более, что среди них есть и его будущая жена. Он хочет лично защитить ее, если с ней что-нибудь случится. Они отправляются в путь и прибывают к развалинам, которые находятся перед ними. Кальцифер движется вперед, чтобы войти в развалины, и Лакс задается вопросом, почему она так спешит. Из-под тумана проступает гигантская бездна. Но это не обычная бездна,
это Диабло, одна из легендарных бездн, способная в одиночку уничтожить целый город. Она бросается вперед навстречу друзьям Лейши, но Лакс отбивается от нее своим мечом. Однако даже его меч начинает ломаться, поэтому Лейша пытается спасти его от неминуемой гибели. Дракон огибает все поле боя в обход. В то время как бездна атакует одного из рыцарей, Кульцифер использует свою мудрую кровь, чтобы остановить его на месте. Барзарит видит представившуюся ему возможность, использует свое божественное одеяние и отправляет бездну в полет обратно. Он бросает вызов Лаксу на гонку, чтобы посмотреть, кто победит бездну первым номером. Кралсифер приходит, чтобы прервать их вражду, и говорит им сосредоточиться на выполнении миссии. Она продолжает вступать в бой со своей мудрой кровью, но теперь все движения дракона непредсказуемы, и она стреляет так, что ни одна пуля не попадает в цель. Бездна выпускает огненный удар, который устремляется прямо к распятию. Но удача спасает ее в последнем втором раунде. Остальная часть армии пускает в ход свое оружие, чтобы отбиться от дракона, но все их пули попадают мимо цели. Барзарит запускает свой топор и умудряется быть единственным, кто рубит бездну вниз, но это шокирует Круцифера, потому что это первый раз, когда ее мудрая кровь промахивается. Однако дракон начинает излучать белую ауру и вот-вот самоуничтожится. Взрыв ослепляет все поле боя, и Лакс замечает, что броня Круцифера начинает разрушаться. В развалинах начинает открываться ряд врат, и Лакс бросается вперед, чтобы попытаться спасти ее от взрыва. В глубине своих воспоминаний Лакс помнит, как его брат убедился, что с ним все в порядке, после того, как гигантский взрыв разрушил землю под ним. Он пытался использовать новую технику, и его сознание начало возвращаться к нему. Он видит, что вокруг него никого нет, и задается вопросом, куда бы он мог телепортироваться. Кальцифер говорит, что они, скорее всего, находятся в руинах, и благодарит Лакс за то, что она спасла ее от взрыва. По мере того, как они приближаются к центру города, Кальцифер падает в обморок, но полна решимости продолжать двигаться вперед, пока не упустила свой последний шанс. Она снова падает в обморок, и Лакс начинает нести ее на плече. Они подъезжают ко входу, и Лакс задается вопросом, почему она все это время искала чернокожего героя. Она рассказывает, что чернокожий герой — единственный, кто может бесконечно ездить верхом на своем дракрыцаре. Поэтому она хочет ездить верхом на его дракрыцаре бесконечно. Что вы хотите этим сказать? Оказавшись в центре комнаты, они подходят к алтарю, и Лакс достает ключ от алтаря. Однако он начинает активироваться, и алтарь признает, что Круцифер является ключом к этому алтарю. Она показывает, что она не человек из этого мира, а выжившая в руинах. Сооружение над ними начинает рушиться, Лакс хватает Кальцифера и начинает убегать. Им удается спастись, но они застревают внутри развалин, но Кальцифер движется вперед. Эти предметы в форме коробки были найдены именно там, где Кальцифер была впервые найдена, и это говорит о том, что она не является настоящей дочерью королевской семьи. Ее отец нашел ее брошенной здесь, поэтому он удочерил ее и вырастил, не помня об этом месте. Но она знала, что ей не место в их семье. Все вокруг отдалились от нее и совсем не походили на нее. Поэтому она сделала все возможное, чтобы стать рыцарем-трансвеститом, просто для того, чтобы завоевать всеобщую любовь. Но единственное, чего она хотела больше всего, любви своих братьев и сестер, она так и не смогла почувствовать. Ей хотелось верить, что эти руины были фальшивыми, но то, как они реагировали на нее, доказывало, что она была частью этих руин. Она приносит свои извинения за то, что привела его вместе с таким бесполезным человеком, как она. Лакс говорит ей, что даже если бы никто другой в этом мире не заботился о ней, она все равно остается его другом и партнером. Поэтому он не хочет, чтобы она говорила подобные грустные вещи. Халсифер говорит ему, чтобы он не верил во всю ту чушь, которую несет женщина. Мы живем в порочном мире, в котором царит зло. Она удивляется, как он может быть таким добрым. Так вот, Лакс говорит, что это, скорее всего, связано с его воспитанием. Его выгнали из дома вместе с матерью и дочерью. Но была одна вещь, которую он никогда не мог забыть. Никто не захотел помочь его семье, когда его мать истекала кровью, и это был последний раз, когда он ее видел. Он ненавидел всех и испытывал отвращение ко всем живым людям, но Фи была единственным человеком, который спас их. Она была единственной, кто помогал им даже тогда, когда он не представлял для них никакой ценности, поэтому она дала ему надежду перестать ненавидеть всех на свете. Кралцифер задается вопросом, спасла бы ее доброта Лакс, если бы он стал принцем империи. Но тут появляется гигантское сверло и вонзается в землю. Лиша спрашивает его, может ли он наконец понять, что дрель полезна, потому что она хочет, чтобы он поторопился и уже просверлил ей дырку. Лиша спрашивает его, не делал ли он чего-нибудь странного с Крульцифером. Но Лакс понятия не имеет об этом и называет его похотливым извращенцем. Позже в тот же день Эри отчитывает его за то, что он такой тупой и не получил никакой информации из руин, но дает ему травяной чай, чтобы помочь ему восстановиться перед его большой дуэлью. Лакс берет выпивку и теряет сознание. Эри задается вопросом, удовлетворит ли это Кейсифер, и она вспоминает, что планировала сделать это так, чтобы Лакс не пришлось приходить и спасать ее. На двойном объекте Барзари задается вопросом, где находится Люкс, но Ксифер говорит ему, что они будут сражаться только вдвоем. Барзари призывает своего драконида, и Алтарис также начинает призывать своего драконида. Однако Барзари использует свои магические способности, чтобы лишить
лишить ее сознания. Между ними начинается битва, и Ксифер использует свою мудрую кровь, чтобы избежать всех встречных пуль. Барзарит совершает неожиданный поступок, опуская свой топор, чтобы схватить Ксифера за ногу и активируя свои магические способности. Ни один из мудрых выстрелов Ксифера не попадает в цель, и он, наконец, раскрывает истинный источник своей силы. Он выпускает 3 пули, которые пробивают ее броню, и обходит ее со спины, чтобы сразить своим гигантским топором. Когда он стоял над ней, Круциферу стало ясно, что единственная причина, по которой он последовал за ней, состояла в том, чтобы понаблюдать за божественной способностью Реймонда и ее рыцаря-драгуна, и он также был человек, который подослал бандитов напасть на нее. Информация, полученная во время боя, позволила ему получить преимущество в этом поединке. Барс Райт называет ее простым орудием, которое ничего не может поделать против такого человека, как он, и говорит ей, что никто в этом мире не сможет ее спасти. Однако в этот момент раздается удар меча, и Лакс извиняется за опоздание. Одетый в свой черный божественный костюм Раймонда, чернокожий герой наконец-то прибыл. Лакс говорит ему, что он никогда не отдаст ему свою девушку, и Барзерайт бросает ему вызов, чтобы он пришел и забрал ее. Лакс бросается вперед на полном газу, пытаясь пробить его барьеры своей могучей силой, но Барзарайт сбивает его с ног. Но теперь Лакс наконец понимает, что причина, по которой он может читать его движения, заключается в том, что он украл мудрую кровь Кральцифера. Его божественное одеяние крадет божественное одеяние противника и высасывает энергию из его дракрыцаря. Именно поэтому энергия ее дворецкого была высосана сразу же. Барзарит хвалит его за то, что он это заметил, но стреляет прямо в Крульцифера, давая Барзариду возможность вцепиться в Лакса и украсть его способность перезаряжать огонь. Его скорость многократно возрастает, и он исчезает по всему полю, чтобы нанести удар в сторону Люкса. Будучи не в силах ничего поделать со своим божественным одеянием, Лакс едва удерживается на ногах. Азарит рассказывает, что он пообещал Империи сразиться с Рагнарёком во имя новой Империи, и ему нужно собрать все силы, на которые он способен. С его точки зрения, одна единственная женщина – ничто по сравнению со спасением целой страны. Однако в доспехах Лакс что-то меняется, и они начинают мигать красным цветом. Кралцифер умоляет его перестать играть роль ее бойфренда. Она просто ничтожество и использовала его всего лишь как инструмент. В конце концов, ей не следовало утруждать себя тем, чтобы кто-то связывался с ней. Никто никогда не заботился о ней, и так должно было оставаться и дальше. Броня Лакса вспыхивает, и он говорит ей, что она его любовница. Он спасет ее, чтобы не случилось. После окончания битвы Ног задается вопросом, как Лакс продолжала сражаться. Поэтому Эри рассказывает, что он потерял контроль над своим драк-рыцарем специально, чтобы получить его чрезвычайную мощь. Лакс идет к Крульцифер, говорит, что битва окончена, и просит ее вернуться с ним домой. Она плачет и соглашается, держа его за руку. На следующий день Лиша продолжает повсюду следовать за Лакс, потому что сегодня последний день действия контракта. Лакс кричит от шока, и Дворецкий сообщает ему, что семья Клифера одобрила его кандидатуру в качестве ее жениха. Дворецкий приносит свои извинения за все доставленные неприятности и извиняется за себя. Клсифер велит ему сесть рядом с ней и перестать докучать посетителям. Их отношения были фальшивыми, поэтому он задается вопросом, почему это до сих пор продолжается, но Клсифер напоминает ему, что во время дуэли он кричал, что он ее любовник. Лакс пытается сказать, что он просто вел себя импульсивно, и просит ее перестать смеяться над ним. Кралцифер отвечает, что, пробыв с ним неделю, она поняла, что ей не нравятся слабовольные мальчики-киски. Лакс смеется от боли и умирает внутри, но она говорит ему, что на самом деле у него есть агрессивная сторона характера. Бедняжка Лиша снова впадает в депрессию. Крулсифер отодвигается назад и облизывает губы. Она хватает Лакса за лицо и говорит ему, что если бы им суждено было пожениться, она бы целовала его жесткий металлический тормоз во время езды на нем. Что вы хотите этим сказать? Лиша врывается в комнату и кричит на них за то, что они оставили ее в покое. Несколько ночей спустя девушка с черными волосами прогуливается по кампусу, и другие девочки понимают, что никогда раньше ее не видели. Она продолжает бегать вокруг, и учительница говорит девочке, чтобы она поторопилась домой, пока к ней не пришел жуткий преследователь. Она замечает, что с девочкой что-то не так, но решает просто оставить ее в покое. Бедняжка Лакс понятия не имеет, как до сих пор никто не догадался, что это он. Чуть раньше одна девушка рассказывала Лакс о том, что Рагнарёк был развязан, и Лакс помнит слова Блазари. Однако Шарис говорит ему, чтобы он не волновался, потому что есть еще одна девушка, которая может сразиться с Рагнарёком. Ее зовут Селис, и она самая сильная среди третьих классов. Она скоро вернется, но она ненавидит мужчин больше всего на свете. У Чарис есть решение этой проблемы. Однако таким образом Стук и Тилфер удерживают Лакс и раскрывают свой окончательный план решения этой проблемы. Они снимают с него сюжетную броню. Бедняжка Лакс никак не может передохнуть. Сидя ночью на скамейке запасных, он задается вопросом, к какому типу людей относится Силе, но тут слышит, как кто-то разговаривает в кустах. Светловолосая девушка разговаривает с кошкой, но
кошка начинает уходить прочь. Бедная девочка так одинока, что даже кошке на это наплевать. Он задается вопросом, кто же эта девушка, и таинственный подонок приближается к Лакс. В одно мгновение он выхватывает свой клинок из ножен и готов прикончить Лакс. Светловолосая девушка бросается вперед, парируя удар мечом и угрожая напасть, но таинственный преследователь бросает дымовую шашку. Пока они отвлекаются, преследователь бросает клинок в сторону девушки, но Лакс прикрывает ее и получает травму. Светловолосая девушка торопит его в лазарет и велит снять куртку. Однако Лакс не может выдать себя, поэтому он просит ее сделать это со спины. После того, как она закончила, Лакс спрашивает ее, почему она разговаривала с кошкой. Девочка приходит в замешательство и говорит ему, чтобы он забыл об этом, а также о том, что у нее нет друзей, с которыми можно поговорить или что-то в этом роде. На следующий день Лакс садится за стол и вспоминает события вчерашнего вечера. Он представился девушке как Луна, и так получилось, что она оказалась мужа-ненавистницей Сели. Лиша начинает выкрикивать его имя, но он слишком погружен в себя, чтобы обращать на это внимание. В чат заходит разработчик сюжета, и Крульцифер спрашивает его, не хотел бы он отдохнуть во время их частного занятия и посмотреть, к чему все это приведет. Лиша кричит ей, чтобы она прекратила, так как их отношения с фальшивым любовником закончились на прошлой неделе, и Лакс сдается. Ночью в другой части королевства таинственный мужчина расхаживает по тюремным камерам. Барзари умоляет этого человека выпустить его, но мужчина тычет пальцем в грудь Барзари, и через 2 секунды его внутренности начинают взрываться. Затем он дует в свисток бездны, и бездна начинает собираться вокруг королевства. На следующее утро Лакс преисполняется решимости встретиться лицом к лицу с Сили, чтобы отбиться от Рагнарёка. Но Тилфер зовет его за собой, потому что вокруг творятся какие-то неприятности. Он слышит, как Селия умоляет вышвырнуть Лакса из академии, так как он здесь единственный мужчина. Но Лиша называет ее болванкой. Лакс входит и снова представляет себя, говоря ему, что он не может посещать их академию, потому что он единственный мужчина. Лакс просит ее помочь в подавлении Рагнарёка, но она говорит ему, что встретится лицом к лицу с Рагнарёком в одиночку. Лакс по-прежнему отказывается уходить, потому что у нее нет ни малейшего шанса встретить Рагнарёк лицом к лицу в одиночку. Директор школы пытается успокоить их и предлагает, чтобы лучшим способом уладить всю эту ситуацию было бы устроить им дуэль друг с другом. Они отправятся на остров на 3 дня тренировок и перед отъездом сразятся друг с другом на дуэли. Лейша делает ставку на то, что Лакс победит, но Селис соглашается на эти условия и выходит из комнаты вместе с девушкой по имени Саня. Ночью Саня благодарит Селис за то, что она попыталась выгнать Лакс сегодня, и желает ей спокойной ночи. После того, как Саня уходит, Селис считает всю эту ситуацию ужасной. Но победа на дуэли будет единственным способом, которым она сможет защитить Лакс и школу. На острове Селис берет на себя командование их тренировками, но Лакс замечает вдалеке какое-то здание и задается вопросом, видел ли он это место раньше. По ночам Лакс задается вопросом, как Сайз смог тренироваться намного усерднее, чем кто-либо другой, и Кульсифер рассказывает, что природа Сайза всегда была так, оно и есть. Но она всегда выглядела чем-то обеспокоенной. Перед тем, как они отправятся спать, Лакс пытается вернуть Чарис ее одежду. Но Тилфер и Нок считают, что это скучное развитие событий, потому что они так хорошо ему подходят. Саня обращается к Лаксу с настоятельной просьбой. Так вот он входит в комнату и понимает, что единственное, что продлится дольше этой ночи, это его собственное. Сили задается вопросом, не случилось ли чего-нибудь не так. Так что Лакс сразу же переключается на свой девичий голос и задается вопросом, зачем ей понадобилось звать его сюда. Она просит его сделать ей массаж и в конце концов просит его переодеться. Лакс пытается уйти, но она умоляет его остаться еще немного, поэтому он решает переодеться в свой женский наряд до того, как она заметит, что это действительно он. Селис наконец встает и замечает, что здесь находится Луна. Встреча со своей единственной подругой приводит ее в восторг, однако Лакс пытается уйти до того, как она раскусит его маскировку. Его попытки уйти огорчают Селию, поэтому она спрашивает, не хотела бы она вместо этого потусоваться завтра. Лакс пытается сделать все возможное, чтобы выпутаться из этой ситуации, но Селия считает, что Луна должно быть все-таки не любит ее. Поэтому Лакс неохотно соглашается пообщаться с ней. Это поднимает настроение Селии, но она замечает, что меч Луна случайно оказался здесь. Вытащив его из ножен, Селия считает, что это симпатичное приспособление и возвращает его Люксу. Он выходит из комнаты. Но Саня недоумевает, почему Луна торчит в комнате Селии. Кралцифер прерывает ее и говорит, что Луна была там только потому, что попросила ее встретиться в этом месте, и спрашивает Саню, почему она так тщательно следила за дверью Селии. Саню застукали с ее членом в руке, поэтому она решает уйти. Крульцифер говорит Лакс, чтобы она пошла с ней, и Лакс удивляется, как она узнала, что это был он. Она сказала ему, что никогда не забудет свою драгоценную Лакс. Она предупреждает его о Соне, потому что, похоже, хочет, чтобы его выгнали из этой академии. В ту же ночь Фи смотрит в окно на Луну, а Лакс просыпается и видит перед собой интенсивное развитие сюжета. Лакс задается вопросом, что она здесь делает в такое время, и Фи спрашивает его, не хочет ли он обнять ее. Он помнит, как однажды услышал от Фи слова о том, что объятия поднимают настроение. Он улыбается и говорит ей, что он уже не ребенок. Но Фи говорит ему, что, по ее мнению, он совсем не изменился и что он всегда был таким же. Она обнимает его и говорит, что даже если он проиграет, она будет бороться за него с Селией и позаботиться о том, чтобы они никогда его не вышвырнули. На следующее утро Лакс играет со своим фальшивым сюжетом, и Селия
Силия наконец подходит к нему, чтобы начать их совместный день. По всему городу она водит его по всевозможным магазинам и в конце концов приводит в магазин купальных костюмов. Она спрашивает его, не хочет ли он попробовать одну из них, но он убегает и говорит, что у него жар. Селис заботится о нем, но приносит извинения за то, что не является подходящим сопровождающим. Лакс говорит ей, что она ошибается и что ему все это время было весело прогуливаться с ней по окрестностям. Она обнимает Луна и говорит ему, что она так счастлива, что нашла доброго друга. Они вместе едят крекеры, но Лакс замечает, что Луна заснул в середине дня. Ее будет орлиный крик, и она понимает, что не может показывать свою слабость. Лакс задается вопросом, почему она всегда заставляет себя оставаться такой сильной, поэтому она говорит ему, что сильные люди должны терпеть свое одиночество. Он начинает смеяться, вспоминая, как она разговаривала с кошкой. Она смущается и говорит ему, чтобы он уже забыл об этом, потому что не похоже, чтобы она была одна в столице империи и чувствовала себя одинокой или что-то в этом роде. Прекратите эту кепку. Прекратите эту кепку. Силе сдается. Ей даже не нравится, что все здесь считают ее мужа-ненавистницей, и она спрашивает Луна, не могла бы она сохранить секрет. Она говорит Луна, что она вовсе не мужа-ненавистница и на самом деле хочет прокатиться верхом на гигантском драконе Лакс. На следующий день в замке в ходе расследования было установлено, что была найдена пустая оболочка Рагнарёка, но, судя по всему, тело, скорее всего, исчезло где-то в океане. Силе переодевается для тренировки по плаванию, и Сони спрашивает, позволит ли Силе этому мужчине поплавать с ними. Помолчав с минуту, она затем говорит, что на самом деле у нее нет ненависти к мужчинам. Во всяком случае, она очень привязана к ним, так как ее учителя всегда заботились о ней. Однако она не может полагаться на молодого человека в ее положении и сделает все, чтобы победить Лакс. Сцена на пляже, вы знаете, что это значит, сюжет, сюжет и еще раз сюжет. На пляже девушки зовут Лакс по имени Лакса Чай. Он видит весь сюжет и отводит от них взгляд. Я же говорил вам, что этот парень не смог бы смотреть на девушек, даже если бы они тоже попросили его об этом. Крал Сифер объясняет, что все в порядке, так как на нем нет нижнего белья, и Фи обрызгивает его своими гигантскими водяными пистолетами. Извините, что это не так. Фи продолжает обрызгивать его до тех пор, пока он не убегает от этой ситуации и не обнаруживает, что Лейша борется изо всех сил. Она беспокоится, что ее наряд выдаст ее отметину, но Лакс говорит ей, что все в порядке, так как она плоская, как доска для серфинга. Лиша накричала на него, и мы получили 5 от директора школы. Эри замечает, что ее превосходят во всех отношениях и впадает в депрессию. Лакс спрашивает ее, в чем дело, но она называет его извращенцем, а Лиша называет его сисконом. Наконец появляется миссис Гигантские пушечные ядра и спрашивает директора школы, почему Лакс присоединяется к ним. Она интересуется, где сейчас Луна, и Лакс понимает, что ему крышка. Шорис оттаскивает его в сторону и протягивает ему бикини, которое он должен надеть на пляж. Воровка в восторге от этого, потому что она хочет увидеть сексуальный купальник Люкса Чи. Лакс тут же убегает, но натыкается на Силе. Селис издевается над ним за то, что у него так много свободного времени, чтобы сходить на пляж, и холодно уходит. Это озадачивает Лакс, потому что он помнит, как она сказала Луна, что хочет извиниться перед Лакс. В конце концов, она научилась фехтованию у его дедушки, но в конце концов именно она стала причиной его смерти. Ее единственным оставшимся желанием было сделать так, чтобы его внука не постигла та же участь. Поэтому она должна победить его, несмотря ни на что. Лакс сидит один в своей комнате, зная, что он тоже не может проиграть. Вдалеке таинственный преследователь наблюдает за ними и встречается с братом Лакс. На следующий день дуэль между ними наконец-то вот-вот начнется. Победителю достанется одно желание, и она спрашивает, устраивают ли их обоих эти условия. Они соглашаются и оба обнажают свои мечи. Девочки замечают, что Лакс использует свою виверну вместо черного Дрэкрайда, чтобы скрыть свою личность. Эти двое бросаются навстречу друг другу и лязгают мечами, но таинственный преследователь бегает по лесу кругами. Шарис и Тилфер ловят таинственного человека после того, как перехвачены все их письма, и выясняют истинную личность преследователя. Это никто иная, как Саня, и она снимает с себя покрывало. Она рассказывает, что ее миссия состоит в том, чтобы убить всех присутствующих здесь и свергнуть новую империю. Она немедленно обнажает свой меч, и раздается свист дракона. Ее божественное одеяние пульсирует и начинает преображаться, увеличиваясь в размерах и силе. Тем временем Лакс продолжает парировать все атаки Силе, уворачиваясь от нее, но она высвобождает свою магическую энергию и посылает молнию, чтобы стереть Лакс в порошок. Он начинает терять контроль над своим Дрэкрайдом, что позволяет ему активировать взрыв отдачи и броситься к ней. В одно мгновение она исчезает и телепортируется за спину Лакс. Но как раз перед тем, как она успевает начать свою атаку, громкие крики начинают оглушать их уши. Щупальца вонзаются в землю и выводят Силе из-под контроля. Эри бегает вокруг и замечает, что не хватает только Фи. Глубоко в лесу Фи изо всех сил пытается продолжать идти и падает в обморок, но ее сестра обнимает ее. Она обещает, что никогда и никому больше не позволит забрать ее у себя, даже если им придется вступить в союз с этой проклятой новой империей. Она
крепко держится за руку Селии, спрашивая ее, все ли с ней в порядке. Перед ними предстает Рагнарёк, который, как считается, близок к воскрешению. Селия клянется уничтожить его в одиночку и бросается навстречу Рагнарёку, уворачиваясь от щупалец. Она активирует божественные врата и телепортируется к голове Рагнарёка, стреляя в упор в Рагнарёка, а затем разрубая его на куски. После того, как она сокрушила врага, она изо всех сил пытается продолжить полет, но Саня появляется, нависая над ними. Она предупреждает ее, что до конца этой схватки еще далеко, и снова раздается свисток бездны. Лакс видит этого человека и задается вопросом, почему его брат находится здесь. Рагнарёк восстает из-под земли и полностью исцеляется. Сания бросается, чтобы покончить с Селией, но Лакс едва успевает отразить ее удар. Сания называет его клоуном и интересуется, знает ли он правду о своем дедушке. Потому что, в конце концов, тот, кто убил его, был никто иной, как сын Сили. Лакс остается невозмутимой, так как уже знала об этом, но Рагнарёк выпускает дымовой шлейф для Сани, чтобы создать некоторую дистанцию. Саня пользуется этой возможностью, чтобы сбить его с ног. Через некоторое время Лакс наконец удается вывести Сили из бессознательного состояния. Она видит его и приносит извинения за то, что не рассказала ему о смерти его дедушки. Еще в детстве она узнала о том, что в бывшей империи может существовать коррупция. Но когда она рассказала об этом дедушке Лакс, они заключили его в тюрьму и убили, а остальных членов его семьи вышвырнули из дворца. И все же его последние слова побудили ее всегда искать правду, потому что так уж случилось, что она оказалась права. Именно поэтому она всегда хотела защитить Лакса и приносит извинения за то, что обманывала его и лгала ему все это время. Она задается вопросом, не должен ли он быть расстроен, но Лакс говорит ей, что она ошибается. Он вынимает из ножен черный меч, показывая тем самым, что все это время обманывал ее. Однако на этот раз он больше не будет обманывать ее. Перед Селией предстает черный, как смоль, божественный Дракрайт. Лакс говорит ей, что он никогда не испытывал к ней ненависти, и ему нравится ее неуклюжесть. Он взлетает и летит прямо навстречу Рагнарёку. В одно мгновение он уничтожает Саню, стоящую у него на пути. По мере того, как он приближается, он активирует свою перезарядку, и даже когда Рагнарёк запускает в его сторону свои щупальца. Невероятная скорость Лакса позволяет ему уничтожить каждого из них до единого. В этом и заключается его скрытый навык и действие. Селис направляет свое копье в сторону Сании, приказывая ей сдаться, пока она не стала пленницей. Но Сания отказывается. Она знает, что Селис никогда бы не ударила ее ножом. Так что Сания прощается с ней и улетает. Однако битва еще далека от завершения. Из центра Рагнарёка появляется белый кристалл, и Сания быстро забирает его вместе с таинственным человеком. Таинственный человек наконец-то снимает с себя покрывало, и Лакс понимает, что это не его брат. Этого мальчика зовут Хейс, и он обещает оживить кошмар 5-летней давности. Саня бросается в атаку на Лакс, и они исчезают. После того, как они уходят, Лакс пристально смотрит на то же самое здание, что и раньше. В комнате Селии Лакс угощает Селию, но она никогда не простит ему того, что он обманывал ее все это время, изображая лунатика. Лакс хотела бы, чтобы он мог как-то исправить положение вещей, но Селия считает самым несчастным то, что она так счастлива, что он спас ее. Она никогда не понимала чувств мужчин, но хотела бы, чтобы он учил ее точно так же, как когда-то учил его дедушка. Если он это сделает, то она одобрит его возвращение в академию. Лок обещает, что так и сделает, но скажет ей об этом только в том случае, если она встанет на колени и сделает это. В ту ночь, глядя на здание еще раз, он пытается вспомнить кошмар 5-летней давности. Однако все образы в его голове кажутся искаженными и темными, и он понимает, что на самом деле ничего не может вспомнить. Прерывая его размышления, земля сотрясается, и гигантский объект начинает выходить из океана. В небе появляется гигантский объект, похожий на кита. Это одна из руин. Далее директор школы рассказывает об истинной причине, по которой она привела их в этот лагерь. 9 лет назад Лакс вспомнила, как его брат уничтожил дорогую статуэтку. Они попытались скрыть тот факт, что это была их вина, обвинив в этом одну из девушек, и выбрали Фи, чтобы взять всю вину на себя. Войдя в кабинет директор школы спросил ее, почему она так поступила. Но Лакс вошел в комнату и заявил, что именно он разбил статую. Когда он уходил, Фи держала его за руку и благодарила за то, что он взял вину на себя, хотя это был не он. Она говорит ему, чтобы он не извинялся, если это не он виноват, и протягивает ему печенье. Он съедает его, и она называет его Лучаном. Ее зовут Фи, и когда он произносит это имя, она улыбается ему в ответ. На следующее утро Лакс заходит в комнату Фи. Она говорит ему, что будет участвовать в расследовании руин вместе с ним. Входит Лиша и просит его пройти с ней на минутку. Она говорит ему, что именно так он избавится от своего ограничителя торможения, ограничителя превышения скорости. Как только он получит свой код освобождения, он сможет разблокировать истинную форму своего драк-рыцаря,
но он должен быть осторожен, потому что последствия могут быть фатальными. Под развалинами все собираются вместе, чтобы начать расследование. Гарри говорит Лакс, что она присоединится к нему вместе с ним и просит его защитить ее внутренности. «Извините, я имел в виду защитить ее внутри руин». Они поднимают броню, и врата руин начинают активироваться. Находясь внутри руин, они должны преодолеть 11 этажей, чтобы добраться до самого сердца руин. Поэтому они решили разделиться на команды и тщательно исследовать руины. Люксу отведен 6-й этаж, и Селия очень хочет присоединиться к его команде, но Ари советует ей вместо этого обследовать 3-й этаж. Бедняжка Селия снова чувствует себя одинокой. Лакс пытается подбодрить ее, обещая встретиться с ней на полпути. Ее счастье совершенно очевидно, и другие девочки думают, что она определенно тоже неравнодушна к Лакс. Во время путешествия Ари говорит ему, чтобы он не прикасался к Ног только потому, что рядом больше никого нет. Однако Ног говорит, что Ари не стоит беспокоиться, потому что Лакс слишком настойчив, чтобы пялиться на девушку, даже если она попросит его об этом. Лакс пытается в конце концов опровергнуть эти обвинения, но она просит его указать на одну вещь, которая ему в ней нравится. Он говорит ей, что ему очень нравятся гигантские сюжетные пушки, которые у нее есть. Он все-таки считает себя чересчур слабаком, и Эри начинает ревновать. Радар обнаруживает поблизости какой-то живой объект, и Лакс отправляется на разведку. Переворачивая завалы, он обнаруживает таинственную спящую девушку. Кальцифер догоняет их, понимая, что это существо, скорее всего, опасно, поэтому она просит Ари и Нука уйти, пока им не причинили вреда. Что же все-таки они замышляют? Кальцифер знает, что этот человек не человек, поэтому она гладит ее по лицу, и существо просыпается. Девочка заявляет, что ее система загружается, и признает Кальцифера своим хозяином. Девочка думает, что ее никто не звал, поэтому она снова засыпает. Кальцифер и Лакс задаются вопросом, что происходит, поэтому девушка представляется смотрителем руин. Она автомат, однако у нее нет никаких воспоминаний о прошлом, потому что она слишком много спала и умоляет их не бросать ее. Девушка обещает выполнять ее приказы как администратора. Они знакомят девушку-робота с остальными членами команды, но Лакс замечает, что с гонораром что-то не так. Он не хочет, чтобы она давила на себя, и говорит ей присоединиться к его группе до тех пор, пока они не завершат эту миссию. Он начинает таскать ее на руках повсюду, и директор школы замечает, что с ее сестрой что-то не так. Они добираются до производственной зоны бездны, но Фи начинает морщиться от боли и предупреждает его, что сейчас что-то произойдет. Раздается свисток в бездну, и Хьюис готов приступить к следующей части своего плана. Лакс опускает Фи на землю, но к нему устремляется бездна, чтобы выбить его из равновесия. Так получилось, что это был Диаблос, и Лаксу едва удается отбиться от Тилфера. Диаблос бросается на Лакса и ломает ему руку. Однако этот Диаблос не единственный, и Круцифер предупреждает его о том, что снаружи бродят еще 2 Диаблоса. Лакс просит директора школы закончить миссию до того, как Диаблосы нападут на невинных людей, но директор школы велит ему заткнуться и уже повиноваться ей. Однако Фи активирует свой Дрэк-Райт, чтобы попытаться защитить людей. Поэтому Лакс активирует своего черного божественного Раймонда, чтобы попытаться догнать ее. Когда он едет рядом с ней, Фи показывает, что она может точно определить местоположение бездны, что озадачивает Лакс. Он спрашивает ее, бывала ли она когда-нибудь раньше на этом острове, но врата под ними телепортируют их за пределы руин. Диаблос бросается к Лакс, но Фи использует свою способность схватить бездну и разбить ее о землю. Когда Лакс приземляется, в его мозг проникает внезапный шок, и это ощущение начинает напоминать ему о произошедших событиях. Он точно помнит, что произошло. Но прежде чем он успевает среагировать, Диаблос нападает на Фи и отправляет ее в здание. Лакс летит, чтобы уничтожить Диаблос. Его засада одолевает врага вместе со скоростью его ударов, уничтожая его в одно мгновение, чтобы выяснить, где может находиться Фи. Он входит в здание и замечает подземную секретную зону. Когда он входит в руины, он точно помнит, что произошло в этом месте. Раньше здесь была зона экспериментов над людьми, и он был здесь 5 лет назад, как и Фи. В глубине души он обнаружил, что Фи вся горит, а кожа у него бледная. Она предупреждает его о том, что пропасть близка, но удача говорит о том, что он уже преодолел ее. Тем не менее, она говорит ему, что пропасть уже здесь. В памяти Лакса вспыхивает вспышка, и он вспоминает, как обещал Фее создать страну, в которой ее семья сможет жить мирно. Фия подбежала к нему и поцеловала, сказав, что это хороший талисман на удачу, если мы когда-нибудь встретимся снова. Он мысленно возвращается в настоящее и пытается позвать ее по имени. Когда она слышит его голос, она падает без сознания, и Хьюис очень разочарован тем, что Фи не смогла завершить свою миссию. Тем временем Круцифер и ее команде удается уничтожить Диаблос, лежащий внутри. Однако Лиша чувствует, что с тех пор, как они прибыли в лагерь, все идет подозрительно не так, как надо. Круцифер поздравляет ее с тем, что она действительно использует свой мозг, вместо того, чтобы постоянно думать только о том, чтобы прокатиться на дрэк-аттракционе Лакс. Лейша говорит, что, конечно, она думает о других вещах, но потом понимает, что над ней смеются. Они получают сообщение от Эйри о том, что они нашли вход в руины,
но для того, чтобы открыть его, им нужен ключ. Тем временем Лакс поднимает свой меч в сторону Хейса, но тот предупреждает его, чтобы он не действовал так поспешно. Хьюис заронил в нее семя, которое превратит ее в бездну. Это море разъест ее изнутри, если она не будет следовать приказам Рагнарёка, и это вызывает у нее лихорадку и головные боли, когда она не подчиняется этим приказам. И приказ, с которым она боролась все это время, состоит в том, чтобы убить Лакс. Если она и дальше будет продолжать ослушаться, то превратится в пепел. Лакс опускает свой меч, осознав свою слабость, и Хьюис спрашивает его, не хотел бы он заключить сделку. Если так будет продолжаться и дальше, Фи умрет через несколько дней, но Хьюис обещает пощадить ее, если он откроет для него дверь в руины. Он знает, что Кралсифер — это ключ к разгадке, и дает Лаксу всего 2 дня на то, чтобы открыть руины. Хейс рассказывает, что есть причина, по которой у них одинаковый цвет волос, и что он действительно настоящий мужчина. Лакс стоит над телом Фи, раздумывая, что же ей делать, но в конце концов она просыпается. Он всю ночь засовывает ей в рот свой белый крем. Но в конце концов Фи говорит ему, чтобы он попробовал вместо этого свой собственный белый крем. Внезапно Лакс понимает, что что-то не так, и выходит из комнаты. Когда он уставился себе под ноги, то заметил, что ее глаза снова превратились в бездонную бездну, а директор школы все это время пристально смотрел на него. Далее он рассказывает ей об инциденте 5-летней давности. Но директор школы сообщает, что Фи уже была убита во время этого инцидента. Она была воскрешена в виде бездны. Так что вся причина того, чтобы войти в руины, состояла в том, чтобы попытаться спасти Фи от ее участи. Их время ограничено, поэтому они должны позаботиться о том, чтобы спасти ее. У Лакса снова вспыхивают воспоминания, и он вспоминает, как Фи вместе с ним посещала могилу его матери. Фи обняла его и сказала, что это делается для того, чтобы подбодрить. В тот день он обнял ее и проплакал несколько часов подряд. Лейша кричит ему, чтобы он уже прекратил это, и она говорит ему, что ограничитель превышения скорости на его дрэг-рейде был доработан, ему просто нужен код прямо сейчас. Лиша уходит, чтобы получить код от директора школы. Однако кто-то подключается к устройству внутренней связи Лакс, и Лакс мгновенно узнает этот голос. Это его брат, и он говорит ему, что флейта Хейса вызывает переполох. Если Лакс действительно хочет спасти Фи от постигшей ее участи, то он должен сломать флейту и победить стоящего перед ним Рагнарёка. Есть только одна вещь, которую он хочет знать взамен. После этого Лакс отправилась проведать Фи и дала ему понять, что с самого начала знала о бездне, таящейся внутри ее тела. Все это время ей удавалось продолжать двигаться вперед, потому что она не хотела, чтобы Лакс и ее сестра были одиноки. Но теперь, когда все они окружены друзьями, она думает, что теперь все в порядке. Лакс говорит ей, что она ошибается, что именно благодаря ей он смог продолжать бороться все это время. На этот раз он обещает обязательно спасти ее, и Фи рада, что Лакс никогда не менялась, обещая ждать его. Вернувшись в руины, девочки задаются вопросом, как открыть руины без ключа. Но Кралцифер уже приготовил оправдание для этой ситуации. Она открывает дверь, что вызывает у директора школы подозрения. Но Кальцифер оправдывается тем, что все это время она была администратором, и именно поэтому она может открыть дверь. Я думаю, что нет ничего удивительного в том, что Кальцифер получила люкс, в то время как Лиша все еще ничего не стоит. Они вошли в комнату, и девочка-робот подтвердила, что это именно то самое место, поскольку к ней вернулась вся ее память. Ее единственной задачей было вот что: не оставив после себя ни одного из них. Чтобы избавиться от них всех, она заявляет, что они предали ее хозяина, и в конце концов появляется Хьюис. Все это было частью ловушки Хейса, и Фи, похоже, находится под контролем бездны. Хьюис использует свисток бездны, заставляя Фи облачиться в броню, чтобы начать наступление против них. Лакс вызывает своего дракрайда, но девушка с искусственным интеллектом вызывает беспилотных дракрыцарей, чтобы сразиться с ними. Их скорость шокирует Лакса, и он понимает, что все они чрезмерно ограничены в скорости. Сели пытается удержать их, но Фэй быстро обходит ее с фланга и прижимает к земле. Лиша готовит свое гравитационное оружие, но Фэй использует свою способность к исчезновению миссии, уничтожая его. Кальцифер пытается использовать свое божественное одеяние, но способность Фэй делает его бесполезным. Она цепляется за броню Лиша и бросает ее в сторону Кальцифера, убивая их обоих сразу. Именно в этом и заключается сила, стоящая за ее божественным одеянием. Она может сделать все остальные доспехи неэффективными. Хейс готовится вставить белую жемчужину в самое сердце руин, но тут появляется брат Лакс. Пока он пристально смотрит на него, Хейс слышит звук свиста бездны, который вызывает у него панику. И когда он пытается свистнуть в свой свисток, абордажный крюк Фи вырывает его у него из руки. Остальные рыцари сопротивления тоже были уничтожены, и они приказывают Хьюису сдаться, пока не стало слишком поздно. Однако он использует драконий свисток, чтобы вызвать еще один Рагнарёк. Сокамерники и Лиша пытаются справиться с ним, используя свои энергетические пушки для синхронизации своей энергии и удара по нему. Однако Рагнарёк контратакует и начинает запускать ветви, чтобы сдержать их. Хьюис раскрывает мощную способность Рагнарёка, регенерацию после ран, как у Гидры. Лиша и остальная армия начинают отступать, но Лакс приходит на ее защиту. Он умоляет Лишу использовать сверхлимитный режим, но она боится, что это может привести к его смерти. Лакс говорит, что они все равно умрут, если ничего здесь не предпримут, и вынуждает Лишу отправить ему это письмо. Лакс активирует свою перезарядку в режиме огонь. Лиша готовится отправить ему код,
и в то же время он начинает мчаться навстречу Рагнарёку. Брат Лакс задал ему вопрос о том, действительно ли он намеревается спасти свою сестру. Он сказал ему, что из него ничего не выйдет, даже защитника, и что ничто в его будущем не является идеальным. Гнев Лакса растет, и он активизирует свою способность к конечному действию. Охваченный бешеной скоростью, он летает по кругу, снося все до единой попадающиеся ему навстречу ветки. Однако его разрушение становится его самой большой слабостью по мере того, как бревна становятся все сильнее, чтобы атаковать его. Он помнит, как его брат говорил ему, что он ничуть не изменился и остается таким же глупым, каким был раньше. Бревна начинают высасывать энергию из его божественного одеяния, в то время как Хьюис говорит ему, что все здесь умрут из-за него. Однако Фи кричит, что Хьюис ошибается. Она знает, что Лакс пытается изменить эту страну, даже если ему придется пожертвовать собой. В то же самое время Лейша посылает Лаксу код, указывающий на превышение лимита. Фи кричит Лаксу, чтобы он продолжал бороться ради исполнения своих собственных желаний. Хьюис задается вопросом, почему его Рагнарёк потерпел поражение. Так вот, брат Лакса рассказывает, что Лакс смог добиться успеха только благодаря своему чрезмерному ограничению возможностей. Однако в глубине души он знает, что его младший брат – очень слабый враг. Позже тем же вечером Фи присаживается вплотную к Лакс, чтобы позаботиться о нем. После битвы она чувствует себя лучше, и с этого момента научилась сопротивляться игре на флейте. Она говорит ему, что теперь с ней все в порядке, потому что он сдержал свое обещание. По возвращении в королевство они устроили еще одну вечеринку в честь Лакс. Эри рассказывает, что 4 девушки вон там продолжали ссориться из-за того, кто будет заботиться о нем наилучшим образом и устроит ему после вечеринки небрежный пируэт. Заходит директор школы и роняет ауру арабам. Она сообщает, что в ближайшее время должно состояться какое-то крупное событие. Это будет самое крупное событие во всей стране. Это будет фестиваль фонда. Но единственное, кто не испытывает восторга, это Лиша. Позже тем же вечером Лиша толкает Лакс в бок, пытаясь что-то сказать, но Кульсифер опережает ее и просит пойти с ним на свидание. Шорис прерывает ее и добровольно предлагает Селе глубоко проникнуть внутрь Лакс. «Извините, я имел в виду, что Селе хотела бы, чтобы ее дружба с Лакс углубилась». Фи съедает немного мяса и говорит Лакс, что она могла бы съесть его мясо получше. Лиша всем говорит, что у нее самая лучшая игра головой из всех возможных. Вы уверены в этом? Все приходят в бешенство, поэтому директор школы говорит всем, что Лакс должна выбрать 3 девочек, которые на сегодняшний день больше всех работают на острове. Лакс никак не может определиться с выбором. Я так и знал, что он сисконец. Прекратите это делать. Обратитесь за какой-нибудь помощью. Я просто шучу. Эйри провожает его на первое свидание и предупреждает, чтобы он был осторожен. Недавно пропал клинок ассасина Империи. Самый сильный драк-рыцарь, когда-либо сражавшийся во время войны, может охотиться за Лакс, поэтому она просто предупреждает его, чтобы он не отвлекался. Вот-вот начнется его первое свидание, и миссис Гигантские фрикадельки интересуется его мнением. Блокс носит костюм, и кто-нибудь задавался вопросом, почему он всегда носит собачий ошейник. Сили очень взволнована, потому что она впервые участвует в фестивале, но потом говорит им, что у нее никогда не было друзей или чего-то в этом роде. Лакс берет ее за руку, и они начинают проводить весь день вместе. Через некоторое время Селия выпивает немного виноградного сока, того же сорта, что и ПГ. Она называет Люкса потрясающим за то, что его любят люди, в то время как он единственный мальчик в академии. Его никто не ненавидит и не избегает, как ее. Но она клянется не проиграть ему и преследовать его по пути сильнейшего драк-рыцаря. Она протягивает ему руку, чтобы пожать ее. Тилфер считает, что Лакс наконец-то повел себя как мальчик, в конце концов, и Шорис приносит извинения за то, что прервала их свидание. Сили только что пережила кульминационный момент совсем другого рода. Во время своего следующего свидания он собирается сопровождать Круцифера на красивом балу для знати. Она приветствует его, и они начинают танцевать. Пока они идут бок о бок, она спрашивает его, что он думает о ее наряде. Лакс делает ей комплимент за то, что она выглядит как настоящая принцесса, и они проводят все свое время в объятиях друг друга. Во время захода солнца Кальцифер говорит, что ее дворецкий, вероятно, все еще наблюдает за их свиданием, пока они разговаривают. Кальцифер считает, что того, что ее просто называют подружкой, недостаточно, чтобы обмануть ее, поэтому она просит его поцеловать ее, даже если это всего лишь притворство. Лакс соглашается и целует ее. Почему мой мальчик ведет себя более по-девчачьи, чем девочка? Кралцифер думает, что ей очень понравился первый поцелуй, который она получила от него. О, теперь в этом есть смысл, мой мальчик кончил прямо в штаны. Сейчас самое время для их третьего и последнего свидания, и бедняжка Лейша снова начала трахаться. Лакс продолжает осматривать самые большие мясорубки в этом королевстве, и они заходят внутрь церкви. Фи укладывает Лакса к себе на колени, чтобы он мог отдохнуть во время их свидания, так как он всегда так много работает. Она говорит ему, что он может спать вот так, и она разбудит его всякий раз, когда он отдохнет. У нее всплывают воспоминания о старом дворе и даже об острове, и она счастлива, что Лакс всегда была рядом, чтобы попытаться защитить ее. Директор школы призывает Фи уже сейчас поцеловать его. Позже Лакс подходит к Лише, которая участвовала во всем этом шоу, и спрашивает его, почему он не выбрал именно ее. Тем не менее, она признает, что все действительно значительно улучшились, поэтому она сожалеет о том, что не работала усерднее. Что еще более важно, у нее есть к нему личная просьба. Она хочет, чтобы он полностью выбил ее из колеи.
Она попросила его стать ее рыцарем, в конце концов, он единственный сильный человек, и он знает о ее секрете. Лакс говорит ей, что его считают преступником с тех пор, как он принц бывшей империи. Но Лиша призывает его просто подумать об этом и сообщить ей об этом, прежде чем она обращается к нации с речью в последний день фестиваля. Она убегает, и Лакс задается вопросом, действительно ли он подходит для этого. Вдалеке над ними нависает таинственная фигура. На следующее утро Эйри проводит время с Лакс на вершине часовой башни и рассказывает, что он сможет управлять своим черным дракнайтом только в течение 12 минут во время на фестивальных дуэлях. В то же время он, должно быть, устал от дымки и имперского клинка убийцы. Какая-то женщина спрашивает, зачем они позвали ее, и Лакс с презрением обнажает свой меч. Однако девушка рада наконец-то увидеть своего хозяина и представляется сама. Ее зовут Йорука, и она здесь не для того, чтобы убивать Лакс. Она здесь только для того, чтобы служить своему хозяину. Она хочет использовать свои конечности по их истинному назначению. Она говорит, что хочет использовать всю свою плоть до тех пор, пока не выжмет из него все до последней капли мутно-белой жидкости. Извините, я имел в виду, что она хочет просто исполнить все его самые сокровенные желания, пока он будет проникать в самую глубокую часть ее тела. Йорука спрашивает его, в чем будет заключаться его команда, будь то убийство или случайная работа, он может использовать ее так, как ему захочется. Ари говорит ему, чтобы он оставался сосредоточенным, и Йорука умоляет его отдать ей первый заказ. Лакс говорит ей поговорить с ним позже, как только у него будет больше времени для этого, так что Йорука соглашается и убегает как ниндзя. Эри предупреждает его, чтобы он был начеку, но Лакс думает, что она послушается его, так что ему просто придется подождать, пока дуэль фестиваля не закончится. Вот сцена в душе. Я же говорил вам, ребята, что дальше будет намного сложнее. Йорука говорит ему, что она знает, как исцелить мужскую рану, и Лакс кричит о помощи. Бедняжке Лише снова становится плохо. После огромной сессии по разработке сюжета Лакс прогуливается с Ярукой, и она говорит ему, что могла бы устранить всех, если бы он захотел. Лакс спрашивает ее, почему она пришла служить ему после стольких лет. Он знает о ее прошлом, о том, как она заключила контракт с его отцом, чтобы защитить павшую империю. Но поскольку он уже мертв, ей больше не нужно соблюдать условия контракта. Йорука показывает, что ее тело намерено сражаться до тех пор, пока не будет уничтожена последняя частица империи, независимо от условий контракта. Она спрашивает его, как долго он планирует обманывать девочек, в конце концов, он может уничтожить всю эту страну и восстановить свою собственную. Лакс думает, что она шутит, но Йорука продолжает просить его дать ей обещание. Она хочет, чтобы он поклялся, что уничтожит эту страну и восстановит империю Аркадия. Но Лакс отказывается когда-либо делать что-либо подобное. В тот момент, когда мимо них проносится порыв ветра, Лакс теряет бдительность. Селия продолжает призывать своего рыцаря-драгуна, и Йорука тоже призывает своего рыцаря-драгуна. Лейша поддерживает Селию, но ее атаки отражаются за счет скорости Йоруки. Фэй запускает свой абордажный крюк, удерживая ее. Но способность Йоруки активируется, и она начинает управлять божественным одеянием Фэй. Снаряды Лейши начинают дружественную стрельбу, и Йорука продолжает еще раз спрашивать Лакса, не собирается ли он передумать. Она даже раскроет секретный план относительно этой страны, если он пожалеет о своем решении, а затем исчезнет у них на глазах. Внутри одной из комнат девочка-робот завершает активацию руин. Хёйс очень рад наконец-то привести свои действия в действие, но Йорука, похоже, не слишком довольна. Сания задается вопросом, могут ли они действительно доверять ей, и Хёйс говорит: «Подождите, а этот чувак девушка?» Хёйс продолжает активировать сферу перед собой и лукаво улыбается. В зале заседаний Совета лидеры нации встречаются с Лаксом, чтобы обсудить планы противника по свержению империи. Они сообщают, что после битвы всех драконов, турнира драк-рыцарей, враги приступят к осуществлению своих планов. Поскольку все драк-рыцари империи будут повреждены после турнира, они хотят, чтобы Люкс стал их последним козырем. Они нашли более 100 бездн в близлежащих деревнях, и они хотят, чтобы Люкс выманил их всех наружу и действовал в качестве приманки. Эйри считает, что это несправедливо, но Лакс неохотно соглашается. Однако у нас есть еще одно условие. Лакс также должна победить в турнире всех драконов. Можно подумать, что они просто отменили бы турнир, чтобы не быть беззащитными перед армией. В ремонтной мастерской Лиши Лакс просит ее модифицировать его виверну, не раскрывая причин, по которым он это делает. Лиша соглашается и уходит, но Лакс замечает, что кто-то шпионит за ним. Он пытается пойти по следам и в конце концов находит Йоруку. Она очень рада снова его увидеть. Глядя на тускнеющий закат, Йорука говорит, что он может делать с ней все, что захочет. Она задается вопросом, почему он не хочет драться сегодня вечером. Но Лак до сих пор не понимает, почему она соблюдает свой предыдущий контракт. Что касается Йоруки, то она делает это ради своего покойного младшего брата. Потому что с того самого момента, как она родилась, она могла почувствовать чью-то жажду крови и убить его. Ее отец умер от какой-то болезни, так что Йорука и ее брат-близнец унаследовали страну. Довольно скоро их страна была разрушена Аркадийской империей,
и Лакс помнит, как его отец взял брата Йоруки в заложники. У Йоруки открываются шлюзы, и она говорит Лакс, что он похож на ее младшего брата. Йорука объясняет, что ее брат был убит давным-давно, так что именно ее преданность своему покойному брату заставляет ее продолжать бороться и соблюдать контракт. Она уходит, предупредив его, чтобы он был осторожен на завтрашнем турнире. На следующее утро начался турнир всех драконов. Первый день они начинаются с одиночных сражений, а второй день будет посвящен групповым сражениям. Лакс начинает свою битву, и его противник превосходит его по силе и скорости. Она парирует все его удары и ловко маневрирует своим дрэк-райдом, чтобы сократить дистанцию между ними обоими. Когда она пытается нанести удар, Лакс использует воющий рев, чтобы отбросить ее в сторону. Будучи отброшенной в сторону, она бросает свой меч в сторону Лакса, чтобы застать его врасплох. Однако Лакс ловит меч и бросает его в сторону своего противника, уничтожая ее, чтобы выиграть поединок. Крулсифер задается вопросом, почему он ведет себя по-другому. Он еще ни разу не пытался победить, так как обычно всегда убегал до тех пор, пока не истечет отведенное ему время. Выиграв все свои матчи, Лакс готовится отправиться в путь, чтобы стать приманкой. Вот-вот начнется финальный матч турнира, и настанет очередь Лейши заканчивать матчи. Это была равная по силе битва. Но на полпути броня Лейши перестала реагировать на ее команды. Зеленая аура начала охватывать ее броню, и она начала стрелять в сторону толпы. Когда она приготовила свою самую мощную пушку, Кралсифер немедленно остановил ее, используя замораживающую пушку. Лидеры движения увезли национальную принцессу, обвинив ее в попытке убить толпу. Кральцифер и остальные верят в ее невиновность, но прикажите ей повиноваться до тех пор, пока они не выяснят истинный источник событий. Тем временем Лакс добралась до пещеры, в которой находится вся бездна, но сразу же попала в засаду с открытым огнем. Он уворачивается от всех атак, а Сани продолжает использовать свисток, чтобы подготовить всю бездну к нападению на Лакса. Он пытается лететь к своей цитадели, как и планировалось, и в конце концов ему это удается. Рыцари-драгуны открывают огонь по бездне, уничтожая их всех. Они проводят весь день, сметая их с лица земли. Но после того, как Лиш был заключен в тюрьму, Ари раскрывает правду о плане Лакс остальным девочкам, чтобы попытаться помочь Лакс в этой ситуации. Кралцифер предлагает разобраться с насущной проблемой Лейши и устранить Йоруку до того, как она причинит вред кому-либо еще своими сверхъестественными способностями. Лакс лежит в постели и думает, что все прошло слишком гладко, но затем слышит выстрелы и разрушения снаружи. Вся его поддержка была уничтожена, а армия повстанцев появилась раньше времени. Таков был их генеральный план с самого начала, и вражеские силы уже прямо сейчас прорываются сквозь стены страны. Лакс уворачивается от всех выстрелов, одновременно выискивая вражеского лидера, который наконец-то проявит себя. Весь его план состоял в том, чтобы нацелиться на Лишу и свергнуть ее империю, но Лакс клянется, что это никогда не сойдет ему с рук. Он выхватывает свой меч из ножен и бросается к нему навстречу. Когда они сталкиваются друг с другом, его противник раскрывает ему один секрет. Надвигается нечто гораздо большее и более сильное, чем Рагнарёк, чтобы уничтожить страну. Вдалеке он слышит звуки землетрясения от шагов и видит гигантского воина. Это пятая руина, и единственная виверна Люкса ничего не сможет сделать ни против нее, ни против кого-либо из солдат. Лакс знает, что он может использовать свой черный дрэк-райд в течение 12 минут. Великан подходит все ближе и ближе к сельской местности, но черное божественное одеяние Лакса уничтожает всех врагов, бросаясь навстречу гиганту. Вилвет знала об ограничении времени Лакса и заманила его в свою ловушку. Лакс пытается защищаться, используя воющий рев, но Вилвет быстро восстанавливает равновесие и бросается к Лаксу, отрывая ему руку. Однако на самом деле это не та рука, на которой изображено черное божественное одеяние, и Лакс продолжает вынимать из ножен свой черный меч. На другом доспехе была изображена виверна в черных доспехах, чтобы сбросить врага с себя. Гнев Вилвет нарастает, и она бросается на Лакса, но Лакс в одно мгновение расправляется с ним и бросается на великана. Лакс связывается с Ари, и она сообщает ему о ситуации, в которой оказался Лиш. В то же самое время Сани врывается в ее тюремную камеру и показывает ей гигантского воина, направляющегося уничтожить ее страну. Войска пытаются вступить с ним в бой, но Хёйс отдает команду уничтожить его. Оружие приводится в действие, и в одно мгновение они открывают огонь по всем сражающимся рыцарям сопротивления, уничтожая их. Сания находится здесь для того, чтобы предотвратить еще больше ненужных жертв. Если она хочет спасти свою страну, Лиша должна сложить в себя командование и передать его вам. Лиша отказывается, зная, что Лакс обещала сражаться бок о бок с ней. Сани услышала кое-что интересное о животе Лиши, поэтому она просит мужчин снять с нее защиту от заговора, чтобы она могла его увидеть. Лиша внутренне желает, чтобы Лакс пришла и спасла ее. И в этот момент стены разрушаются, и Лакс прибывает, чтобы спасти Лишу. Сани и ее головорезы убегают прочь. Лиша приносит извинения за то, что потеряла контроль над собой, и вся ее страна ополчилась против нее. Но Лакс протягивает ей меч. Он знает, что это дело рук Хейса. Но он все равно говорит ей, что даже если никто другой ее не примет, он это сделает. Потому что даже если все люди в этом мире никогда не примут его, он будет продолжать бороться до тех пор, пока Лиша примет его. Он протягивает ей руку помощи, и она соглашается продолжать борьбу. Великан уже подошел к стенам страны, но Крулцифер стреляет в его сторону. Когда великанша уже готова уничтожить ее, Фи использует свои абордажные крюки,
чтобы опустить руку воина вниз. Великанша снова начинает двигаться вперед, чтобы уничтожить всю страну. Но голос лишь разносится по небу, и она пускает в ход свое гравитационное оружие. Однако гигант все еще способен продолжать двигаться, что делает ее гравитационное оружие бесполезным. Лакс держит Лейшу за руку и говорит, что передаст свою энергию перезарядки огня на ее гравитационное оружие. Его утешительные слова ободряют Лейшу, и Лакс продолжает активировать свою огненную перезарядку вместе с гравитационным оружием Лейши. Магическая энергия образуется в небе, заставляя гиганта упасть вниз. Фи пользуется случаем, чтобы стащить его вниз, а Кралсифер использует свою ледяную пушку, чтобы прижать его к земле. Великан уже 10 минут не может пошевелиться, и Хёйс сходит с ума от возбуждения. Армия мятежников все еще вторгается в страну, поэтому Лакс приказывает Крульциферу и Фи позаботиться о них, пока Лакс разбирается с великаном. Приходит Лейша и благодарит его за то, что он всегда успокаивает ее, когда он рядом. Лакс, однако, замечает, что что-то не так, и отталкивает Лейшу от себя. Весь город раскололся пополам, и Хёйс наконец-то представляет этот аттракцион на Дрекрейде. В то время как Крулсифер и Фи разбираются с противоборствующими армиями в городе, Сания вторгается в столичный замок и приказывает им подчиняться ее приказам. Селис появляется сзади и мгновенно нападает на нее. Она клянется, что закончит в это же время. Сания активирует астральную линию, чтобы уничтожить город. В то же самое время Алисия сталкивается с обоюдоострым мечом Хейса, но когда они сталкиваются лицом к лицу, Хёйс отталкивает ее ногой. Однако Хёйс замечает, что Лакс полностью исчезла, но прежде чем он успевает ответить, гигантский луч света почти испепеляет его. Она запускает в него свои снаряды, и он пытается бороться с ними дальше. Лакс продолжает путешествие в поисках диспетчерской, но обнаруживает Йоруку, стоящую посреди поля роз. Она говорит ему, что новым лидером империи просто обязана быть его сестра. Но теперь Лакс нашла причину победить ее, и это делается для того, чтобы спасти ее. Йорука смеется и тут же исчезает рядом с ним. За этим следует шквал атак, от которых Лакс едва удается отбиться, и Лакс спрашивает, почему был убит ее брат. Йорука рассказывает, что именно охранники его отца убили его. Они хотели свалить вину за всю войну на брата Йоруки и отрубили ему голову. С того самого дня, как ее брат встретил свою судьбу, Йорука сдалась и тоже смирилась с этой судьбой. Однако Лакс говорит ей, что она виновата в своих поступках, потому что даже сейчас он знает кое-кого, кто не готов сдаваться до тех пор, пока они не создадут лучшую империю. Йорука говорит, что пришло время положить этому конец, и поле вокруг него становится черным. В одно мгновение она исчезает прямо перед ним, и Лакс задается вопросом, как это произошло. Йорука объясняет, что сознание подобно дыханию. Как бы сильно вы ни концентрировались, в какой-то момент оно будет прервано. Она исчезает у него за спиной и начинает свои атаки. Она продолжает сталкиваться с ним, и он пытается улететь. Однако Лакс не сдастся, потому что точно так же, как она стремилась к этому идеалу вместе со своим братом, он будет бороться за него. Он пытается разрушить эту новую империю. Тонкости в ее движениях, вызванные ее эмоциями, стали ключом к разоблачению ее слабости. Все это время Лакс пытался изменить свою империю. Именно по этой причине он стал предателем своей собственной империи, чтобы разрушить ее и восстановить с нуля лучшую империю. Эврика наконец-то понимает, что все это время он сражался за свою империю в одиночку. Благие уничтожают Саню раз и навсегда, но земля начинает сотрясаться у нее под ногами. Девочка-робот приводит в действие последний приказ, и Хёйс велит Лише приготовиться встретить свою гибель. Когда она падает с ног, Лакс приходит ей на помощь. Великан высвобождает глаз изнутри, готовя какое-то дерьмо со звездой смерти, которая уничтожит всю страну за 30 секунд. Девочка начинает обратный отсчет, но Юрука уничтожает белую жемчужину внутри, и девочка-робот засыпает. Гигантское оружие обезврежено, и Хёйс узнает, что его предали. Он решает взять дело в свои руки, но Лейша мешает ему напасть на Лакс. Взмахнув мечом, он отбрасывает ее прочь. Лиша падает на землю, и Лакс спасает ее. В ту же ночь, когда празднество подходит к концу, Лиша обращается к своему народу с речью. Сегодня она выбрала своего рыцаря, и им будет никто иной, как Лакс. Может быть, он и бывший принц Аркадийской империи, но Аркадия Лакс будет служить ей. Горожане считают это спорным утверждением, но Лакс держит ее за руку, чтобы ободрить. Лиша продолжает с большей уверенностью объяснять, что она проводила время с этим мужчиной в течение последних нескольких месяцев. И он единственный, чьи моральные принципы совпадают с ее собственными. Ради блага страны Лиша хочет, чтобы люди больше не судили других на основе их прошлого и сосредоточились на том, чтобы двигаться вперед. То, что Лакс стала ее верным рыцарем, является доказательством этого. Она надеется, что в один прекрасный день люди смогут принять его как члена этой империи и кланяется всем людям. Все начинают хлопать в ладоши и аплодировать ее национальному обращению,
Алисия улыбается Лаксу, пока он держит ее за руку. После выступления Лакс поздравляет ее и радуется, что она смогла принять его во время выступления. Продолжая говорить, он замечает вдалеке таинственную фигуру, и это оказывается никто иной, как его брат, который владеет таким же черным мечом, как и он. Он улыбается, надевает капюшон и исчезает. Лейша прерывает его, говоря, что с тех пор, как он стал ее рыцарем, она хочет скакать на его лошади всю ночь напролет. Входит Крулсифер и говорит, что розы красные, фиалки синие, Лакс собирается трахнуть меня вместо вас. И все девушки начинают с ним флиртовать. Йорука вытирает его пот и говорит ему, что она будет слизывать его пот со всех возможных мест. Она говорит, что даже лизнула бы что-нибудь еще, если бы он захотел. Даже Эри начинает ревновать ко всему этому дерьму. Однако Лиша больше не получает Си. Все кончено. Он разработал сюжет вместе со всеми ними, какая замечательная история.